Коллаборация Xiaomi Poco и Genshin Impact. Интересный дизайн, который заточен под игрового персонажа Кли, как и голосовое сопровождение. Чехол в стиле рюкзака, который действительно смотрится эпично. Интеллектуальное активное шумоподавление до скромных 35 дБ. Двойной режим прозрачности. Мультипоинт до 2 устройств. Беспроводная зарядка и быстрая проводная зарядка, которая позволит вам за 10 минут получить 3 часа прослушивания музыки. Большой набор тапов, включая регулировку громкости прямо с наушников. Также наушники имеют водонепроницаемость класса IPX4, но как же на самом деле дела обстоят у беспроводных наушников под названием Xiaomi Poco Buds Pro Genshin Impact Edition, я сейчас вам расскажу, и там не все так радужно, как в рекламе. Всем привет, вы на канале Польза.нет, меня зовут Саня, здесь только быстрые обзоры и долгие стримы. Вот такая кепка мне пришла в подарок от Poco, потому что я был в числе первых покупателей, и нет, это не отсылка к Unbox Therapy, это просто кепка. Носить я ее вряд ли буду, я покажу вам кепку, которая пришла мне с Али, тоже в подарок какому-то телефону, который я покупал. Она качеством значительно лучше, но это тоже неплохая. Рассказ не о ней, рассказ о втором девайсе, который я приобрел на Алиэкспрессе во время распродажи у Poco. Их было всего 3. Первый — это наушники. Второй, как раз о них я и буду рассказывать, это часы. И третий — это, разумеется, Poco F4 GT. Ну, на часы уже обзор был на канале, так что смотрим, кому интересно. Напоминаю, кстати, что разыгрываю 5 Mi Band 6 серии за лайк, подписку и комментарий к любому видео ежемесячно. И помимо всего, напоминаю, что разыгрывается еще наушники One More Evo. Но они разыгрываются 30 июня, поэтому у вас есть еще время. Смотрим в описании. Что это такое вообще? Помните вы Xiaomi-шные Poco X3 Pro? Вот это, по идее, точно такой же девайс. Насколько точно такой же, это вопрос. Самое интересное, конечно, это упаковка. Она, наверное, как половина стоимости данных наушников. Прошлые наушники от Xiaomi были безумно блестючими, без разницы в каком цвете. Это дело прямо можно дарить сходу. Даже пломба есть. Шик, блеск, красота. Лирика. Активное шумоподавление. Есть русский язык, к слову. То есть считайте, что это глобалка. Помимо этого у нас всплывающее окно MIUI для быстрого сопряжения. Поддерживает беспроводную зарядку и проводную быструю зарядку. Это имеется в виду бокс. Подключение 2 устройств, любимый мультипоинт. И прямо как-то совсем уж хорошо. Еще и подача такая. Кто там играет в Genshin? Ваша мечта сбылась. У вас супер беспроводные наушники. Вопрос, правда, насколько они имеют минимальную задержку. Но с другой стороны, это экшен. Это не какой-нибудь там PUBG. Poco Genshin Impact. Заметьте, что у Poco не было наушников не Genshin Impact. То есть я покупал их не потому, что мне захотелось вот такую упаковку. Просто вот по-другому и не приобрести было. Вскрываем все это дело. Прям совсем. Можно даже будет... Я, наверное, их даже продавать не буду. Я их буду потом в подсъемах использовать. Такие вещи-то. Вы ощущаете? Внутри золото. Бриллианты. Вот такой вот чехол а-ля рюкзачок. Прям вот хороший вечер. Отличный. Хотя я сегодня еще буду Realme 9 мучить. И вполне возможно меня что-то где-то расстроит. Но Xiaomi-то сегодня прям молодцы. Вскрываем колечко и карабин. 3 пары запасных амбушюр, руководство и, разумеется, здесь есть русский язык, так как он есть на коробке. Помимо этого кабель, разумеется, Type-C-шный, но напоминаю, что у них есть беспроводная зарядка, еще при этом и красный. И, собственно, наушники. Смотрим. Блестючие. Но, с другой стороны, смотрите, красная кофта, красные часы, красные очки и красные наушники. В каких-то городах можно будет считать это суицидом, так прогуляться. Бокс такой же, как у прошки. Обязательно будет тест задержки, особенно в Genshin. А разумеется, будет тест задержки в YouTube, разумеется, будет тест микрофонов. Прогоню даже на кабеле. Fire in the Hole, да? Древний. Как у меня сын спросил: папа, а ты знаешь, что такое КС? Мне это было слышать оскорбительно. Но это лирика. Наушники интересные, мне нравятся. Смотрим. 7 обзоров в неделю выгружаю, ежемесячно разыгрываю 5 Mi Band 6 серии за лайк, подписку и комментарий к любому видео. Условия конкурса, в которых под конец месяца всегда много, и мои контакты в описании. Напоминаю, что я разыгрываю One More Evo наушники, которые чуть-чуть дороже десятки, 30 июня. И 30 июля буду еще разыгрывать
разыгрывать Соньки новые, так что следите за контентом и участвуйте. Перейдем же к беспроводным наушникам Poco. Полетели. Чехол для переноски удобный, так как его можно зацепить за шлифки на джинсах и тому подобное. Качество чехла очень хорошее, а дизайн выполнен под рюкзак, как у персонажа Кли из игры. Форма бокса такая же, как и у Redmi Buds 3 Pro. Отличие только в цвете и эмблемы четырехлистного клевера на тыльной части. Зарядный бокс изготовлен из матового пластика, к сожалению, не soft touch, и это фейл. Тактильный материал приятный, но из рук бокс выскальзывает на ура. Отпечатки пальцев на корпусе не видны, как и потертости. Во всяком случае, пока. Сборка качественная, как и материалы. Габариты 48 мм на 64 на 26 мм. Вес без наушников 42 грамма. В кармане из-за формы и толщины бокса он практически не мешается. Но кто будет его носить в кармане, когда есть такой чехол для переноски? На корпусе расположили, как я уже говорил, рисунок четырехлистного клевера, кнопку сопряжения, LED-индикатор и очень хорошо оформленный разъем USB Type-C. Открыть одной рукой можно без проблем бокс, крышка в открытом состоянии фиксируется, что очень удобно. Шарниры пластиковые, но люфт у крышки минимальный. Хлопок звонкий, но не раздражающий. Внутри на матовой поверхности расположили два глянцевых вертикальных места под наушники с двумя контактами для зарядки в каждом. Краткую информацию мелким шрифтом и все. Маркировки, к сожалению, нет. Наушники в боксе не гуляют. Если сильно потрясти бокс, то наушники вылетят. Но несмотря на это, магниты удерживающих довольно неплохие. Я бы даже сказал, хорошие. Емкость аккумулятора бокса 470 мАч. Полный цикл зарядки по проводу занимает 2 часа 24 минуты. Беспроводная зарядка QI на борту, за что огромное спасибо. Наушники можно перезарядить от бокса полных 3 раза и четвертый приблизительно наполовину. Саморазряд у бокса я не обнаружил, и это прям очень хорошо. Переходим к наушникам. Изготовлены наушники из такого же матового пластика, как бокс. Дизайн, как по мне, привлекательнее, чем у Redmi Buds 3 Pro, так как сенсорная область хоть и глянцевая, но она не блестит. Вдобавок есть рисунок четырехлистного клевера, выполненного в минималистичном стиле. Хотя все равно слегка на серьги похоже. Габариты наушников составляют 25 на 20 на 21 мм. Звуковод не длинный, имеет круглую форму размером 5,2 на 3,3 мм. Звуковод имеет выступ для удержания амбушюра, металлическую сеточку. Вес одного наушника со стоковой амбушюрой 5 граммов. Посадка комфортная, при длительной носке уши не устают. Из ушей выпирают минимально, при занятии спортом не выпадают. Опять же, все зависит от того, как вы подберете амбушюры. Если правильно, все будет удобно и вылетать не будет. На корпусе наушников расположили по 2 контакта для зарядки на каждом, датчики автопаузы, по 3 микрофона и сенсорную область. Из тапов на борту плей-паузы, переключение треков, сброс ответа и удержание вызова. Переключение между режимом шумоподавления, режимом прозрачности и стандартным режимом. Вызов голосового ассистента и регулировка громкости. Одиночного тапа нет, и, к сожалению, нужно выбирать комбинацию тапов под себя, так как все тапы повесить на наушники нельзя. Реагируют на нажатие они хорошо, и, конечно же, ложных нажатий нет. Во всяком случае, у меня их не было. Оснащены наушники композитными динамическими драйверами на 9 мм, импеданс стандартный 32 Ома, интеллектуальное активное шумоподавление не космос до 35 дБ. И оно имеет 4 режима работы, такое как адаптивное, которым я часто пользовался, слабое, бас и глубокое. Работа ANC лично мне понравилась, так как она, конечно, не под 42 или 45 дБ, но работает исправно и без добавления лишнего шума в наушниках, за что отдельное спасибо. В городских условиях в шумном месте ANC спасает однозначно. Режим прозрачности с двумя видами работы — это усиление голоса и стандартная прозрачность. Показал он себя тоже хорошо, как по мне, разговаривает на улице с собеседником, не снимая наушники, лучше в стандартном режиме прозрачности, так как режим усиления голоса слишком сильно режет по ушам. Далее, заряд наушников в шторке отображается, по одному наушники работают и переподключение максимально бесшовное. Автоматически подключаются после открытия крышки бокса, анимация на борту, вдобавок очень удобная, но ее нужно включать в приложение, о котором я расскажу немного позже. На новых смартфонах Xiaomi также есть анимация, но она уже выглядит поинтересней. Мультипоинт до 2 устройств на борту, что делает использование данных наушников еще и удобными. Как я говорил, уже датчики автопаузы на борту, и, к слову, в тот момент, когда засовываешь наушники в уши и срабатывает озвучка голосом персонажа Кли, а также при отключении от устройства и при подключении к нему, и когда батарея заряжается, но, конечно же, озвучка на английском языке. Емкость аккумулятора одного наушника 35 мАч, полный цикл зарядки занимает 1 час 2 минуты. Отыграли наушники по кодеку AAC на 65% громкости без включенного активного шумоподавления 5 часов 28 минут. Быстрая зарядка на борту и 10 минут зарядки бокса по проводу дают 2 часа 36 минут прослушивания музыки. Водонепроницаемость только у наушников класса IPX4, как бы мне их не хотелось топить в проточной воде, но протестировать их необходимо. Поэтому я погрузил их в воду на 30 секунд, и хорошо, что с ними ничего не произошло. Вдобавок, весь функционал остался рабочим. Но так делать нельзя, IPX7 здесь нет. Далее, для пользователя приложение под названием Mi Buds M8, которое имеет русский перевод и обширные настройки, в наличии. Им
можно пользоваться. Я пользовался именно им. Но опять же, помним, что официальное приложение только на китайском языке, а все, что переделано, может быть ломаным не просто так. На главном экране приложения есть заряд аккумуляторов наушников и бокса по отдельности вдобавок с процентами. Помимо ранее перечисленного, в приложении можно включить-выключить обнаружение уха, подключение к двум устройствам и автоматический ответ на вызов. Для удобства также добавили возможность включить всплывающее окно при подключении наушников и виджет в панели уведомлений, что очень даже удобно. Проверить прилегание наушников возможность есть, как и включить функцию предупреждения о потере наушника. Приложение дорабатывают и постоянно обновляют, что является хорошим показателем. А вот наушникам обновление на данный момент лично у меня не прилетало. Bluetooth здесь версия 5.2, существует версия 5.3, но 5.2 тоже норм. Хотя я ожидал, что у этих наушников будет последняя версия Bluetooth. Из кодеков на борту только AAC и SBC, кодеков высокой четкости нет. Через две стены наушники от источника не отваливались, и фризов я не наблюдал. Задержка при просмотре видео на YouTube незаметна, в Genshin Impact играть комфортно, но в целом, так как это не шутер, низкая задержка не столь важна. А вот в PUBG задержка слегка заметна, но играть можно без проблем. В целом для игры в Genshin они хороши. Примеры вы сейчас увидите на экране. Микрофоны с шумоподавлением окружающего шума, с нейросетевым алгоритмом и обнаружением голосов. В помещении справляются хорошо, как и многие другие наушники в этой ценовой категории, да и в других. Перегруз присутствует, а вот на улице они показали себя совсем не лучшим образом, я бы сказал, худшим. Примеры вы сейчас услышите. Пример работы микрофонов Poco Buds Pro, Genshin Impact. И что я хочу сказать, в первую очередь вас будет встречать голос в наушниках главной героини. Второе, бокс мне все еще нравится, как все сделано. И третье, в данном помещении я снимаю распаковки роликов. Я думаю, вы это уже заметили не за раз и не за два. И здесь идеальное место для того, чтобы записывать аудио. Вот примерно так. При желании вы сможете использовать данные наушники для своих там подкастов, роликов или еще чего-то подобного. В целом микрофоны должны вас радовать. Супер топовыми редко бывают такой форм-фактор, но, допустим, у тех же Pixel, после того, как они доработали, Pixel Buds 2 были очуменные микрофоны, хотя вначале они были ужасны. Надеюсь, у Poco, по вашему мнению, они изначально лучше и хороши. Смотрим. Пример работы микрофонов Poco Buds Pro Genshin Impact и все еще Genshin. Все еще обалденный чехол. Я думаю, что отдельный чехол стоит как минимум $20. Классные кейсы. И рядом у меня проезжает просто безумно громкий автомобиль. Почему это все? Потому что вот так они будут работать на улице и не сказать, что супер идеально, с одной стороны. С другой стороны, если вы будете говорить громко, четко и рядом с дорогой хотя бы перекрикивать машины, как вы делаете, в принципе, если вы с кем-то рядом на дороге разговариваете, вас будут устраивать эти микрофоны полностью. Сказать, что они подкастовые, конечно же, нет. Сказать, что идеальные наушники в плане игры, нет. Если вы хотите идеальные наушники для игры, ваш выход только провод и все. То есть, если вы, опять же, надеетесь не видеть вообще никакой задержки, кроме проводов, не придумают ничего, хотя может быть когда-то опять же Low Energy Bluetooth при каком-нибудь там апгрейде сможет это осуществить. С другой стороны, эти ТВС-ки, которые, получается, делаю обзоры уже 3 года,
до такой степени ушли вперед, что за копейки мы получаем очень часто продукты, которые раньше не смогли за 2-3 тысячи долларов купить. И если говорить о телефонах, то да, у нас увеличивается количество ядер, уменьшается количество нанометров, с одной стороны. С другой стороны, все топчутся на месте. В ТВС-ках это не так. Беспроводные наушники начинают дольше работать, они удобнее, у них лучше микрофоны, у них меньше задержка, у них уже, видите, с чехлами даже извращения пошли. Коллабы с игрой, притом такой популярный, это, ну, прям идеальный вариант. Посмотрите, сколько их продали не для того, чтобы купить, а просто прикинуть, как много фанатов. А фаны, я вам отвечаю, что головой, что качество этой штуковины вас порадует. Будете вы перекупать бэушную вещь или новую. Неважно, наушники, не наушники, а чехол меня до сих пор умиляет. Вот так будут работать микрофоны для обычного сценария использования. Этого более чем достаточно. Это было громко. Смотрим. Про звук. В стоковом звучании запаса громкости лично мне достаточно. Я прослушивал музыку не выше, чем на 75% громкости. Легкая каша присутствует, но только на 95%. Бас плотный, средний бас присутствует, и легкое ощущение многослойности тоже есть. Средние частоты хорошо проработаны, а высокие дополняют общую картину неплохо сбалансированного звучания. При этом есть небольшой акцент на вокал и детали. Сцена шире средней, глубина присутствует, как и хорошая детальность. Музыкальные инструменты отыгрывают наушники хорошо, но, к примеру, струнные звучат лучше, чем ударные, лично по моему субъективному мнению. Данные наушники предназначены для игры в Genshin Impact, во всяком случае, так заявляет производитель. Проработка голосов в игре и сопровождающих звуков просто по мне отличная. Из минусов я отмечу некорректную работу микрофонов на данный момент. Также нет возможности одновременно регулировать громкость и переключать треки и ставить на паузу или воспроизводить. Плюс к минусам, что нет кодеков высокой четкости, что было бы не лишним при таком наборе в различных функций и этой стоимости. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео, она в принципе адекватна. Опять же, я и не надеялся, что будет дешевле, поэтому в телеграм-канале скидок смотрим, может быть, вам что-то другое приглянется. Допустим, The My AirPods Pro стоили 2666 рублей, а так сейчас курс ниже стал, то они еще дешевле. Опять же, если промик не кончился. Заходим, смотрим, уши часто бывают, притом по очень даже выгодной цене. Резюмирую, Xiaomi Poco Buds Pro Genshin Impact Edition получились, как по мне, очень интересной моделью. Если сравнивать с Redmi Buds 3 Pro, я могу сказать однозначно, даже несмотря на дизайн, весь функционал работает гораздо лучше и корректнее. Над звучанием производитель постарался хорошо. Не могу сказать, что данные наушники имеют великолепное звучание, но оно однозначно приятное. Основной лютый эпичный фейл — это как работали микрофоны. Но вы и сами все слышали, поэтому не забудьте подписаться на телеграм-канал Взаимопомощи, там нас 13 тысяч человек. И напоминаю, что в телеграм-канале скидок я также постю маленькие ролики и аналитику, которая в первую очередь, правда, касается покупок, но вы же для этого подписывайтесь на телеграм-канал скидок, правда? Девайсу однозначное да. Добра и удачи вам, дорогие друзья.